снова Каролина, и сегодня новый влог. Сегодня я буду одна, и мы с вами поговорим на очень важные темы. Вы узнаете немного обо мне. Сегодня я бы хотела с вами поговорить, ответить на некоторые ваши комментарии под постами и просто рассказать о себе. Меня зовут Каролина, как вы все знаете. Я начала этот влог и не думала, что все так по-доброму ко мне отнесутся, и поэтому особо ничего о себе не рассказывала. Я читаю все ваши комментарии, все, что вы мне пишете, смотрю на все, и хочу вам сказать всем огромное-огромное спасибо за это. Я очень счастлива, что в мире столько добрых людей, милых. В общем, спасибо всем, кто смотрит. Также тема Польши интересна жителям со многих стран, что тоже очень приятно и очень хорошо. Я расскажу немного о себе. Это правда, что наша семья приехала из России, но, как вам сказать, я частично, можно сказать, наверное, полька. Я себя считаю полькой и россиянкой одновременно. Мама моя была русской, а папа был поляком. Точнее, он есть, и он поляк. Но судьба сложилась так, что моя мама умерла, а я, получается, жила в России в детском доме. В детстве, когда я была маленькая, я проживала также в Польше несколько лет. Тема совсем не об этом, а о том, что никто ведь из вас, из тех, кто смотрит мои видео, комментирует их так доброжелательно, вы ведь не знали, что я частично из Польши. Немного моей крови есть польской. И вы так хорошо ко мне отнеслись все. Это еще раз доказывает, что здесь очень добрые, отзывчивые люди. И неважно, из какой ты страны, они тебя примут, если ты будешь также доброжелателен, и они будут к тебе доброжелательны, люди в Польше. Вот что я хотела сказать. Были некоторые комментарии там по поводу того, что нам стоит вернуться в Россию. Но я скажу сразу, на плохие комментарии я внимания не обращаю, потому что у каждого человека, конечно же, может быть свое мнение. Поэтому я не могу обижаться на каждого человека и делать какие-то выводы о человеке по одному комментарию. Мы сегодня хотели пойти вместе снять этот влог, но, к сожалению, не получилось, так как Яська захотела остаться дома. И я решила сделать такой вот влог одна, походить и рассказать вам немного о себе. Вы, наверное, спросите, почему я сразу не сказала о том, что я немного имею отношение к Польше. Но это такой вопрос очень личный, и мне было просто неловко говорить о таком. Но я все-таки решилась вам рассказать, потому что ваши комментарии настолько доброжелательны, что невозможно пройти мимо и не рассказать. После того, как 20 лет я провела в России, конечно же, я все забыла. Очень интересно, что раньше, до 4 лет, я разговаривала только на польском языке, а теперь мне очень трудно дается польский язык. Не знаю, с чем это связано. Я хорошо читаю, понимаю все, что говорят, но не могу ответить. Не знаю почему. Когда я приехала в Польшу, хоть
У меня здесь есть и родственники, и отец. Но это мне никак не помогло. Я хочу сказать, что для тех, кто смотрит меня из стран СНГ и хотят сюда переехать, мне это совершенно никак не помогло. Я приехала также в чужую страну. Я приехала сюда также с мужем и с дочкой. Мы приехали одни. Нас никто не встретил. Конечно же, нас никто не ждал тут. Мы просто взяли и приехали. И не жалеем об этом. Конечно, у меня такая же вера, как и у всех в Польше. Ну, у поляков. Я тоже католичка, но я ничего об этом не знаю, так как я росла в России. Поэтому пока что я, конечно же, не отмечаю никакие польские праздники. Сейчас я пытаюсь выучить историю Польши. Но посмотрим, что из этого выйдет. Может быть, у меня получится, может быть и нет. Может быть, мне правда придется вернуться в Россию. Я не знаю, как все получится. Судьба может распорядиться по-разному. После приезда сюда, да, все, наверное, думают, что я себя ощущаю так, как будто бы здесь мой дом и еще что-то. Нет, я себя здесь ощущаю как иммигрант. Я прохожу все то же самое, что и все, поэтому я могу вам рассказать все это из первых уст. Все равно спасибо всем за эти чудесные комментарии, которые вы мне написали. Они очень хорошие, все очень доброжелательные. Так что люди, которые смотрят этот канал, которые боятся приезжать в Польшу, просто посмотрите вниз на комментарии и увидите, насколько здесь дружелюбные люди. А чтобы вы увидели, какая красивая Польша, я вам показываю ее по видео. Этот влог получился немного сумбурным, за что я дико извиняюсь. Но я просто не могла пройти мимо этих всех комментариев, этой поддержки, которую на ютубе я получила. Поэтому я просто хотела с вами поделиться и рассказать вам об этом. А для всех, кто смотрит меня со стран СНГ, конечно же, продолжайте смотреть, потому что наша семья обычные иммигранты. Ничего сверхъестественного в том, что у меня здесь живет папа и родственники, нету, потому что общения у меня с ними тоже, конечно же, нету. Мне особо рассказывать нечего о своем детстве. Просто из детства я помню некоторые моменты, которые были в Польше. И это была сказка. Нет, правда, здесь было так же красиво, так же хорошо. И я полюбила Польшу такой. 20 лет я искала своего папу. В детском доме, конечно же, мне никто не говорил, что он живой, не живой. Никто не знал, потому что другая страна все-таки. Но никогда никто в России ко мне тоже не относился плохо. Это я тоже хочу заметить. Все знали прекрасно, что я полька, но никто и никогда, конечно же, мне не сказал плохого слова насчет этого. Я не знаю, выйдет этот влог или нет, потому что смысловой нагрузки он особо как бы не несет. Просто этот влог. Спасибо всем тем, кто поддерживает меня и смотрит. Вы все очень добрые и милые люди. Но если вдруг он выйдет, вы не думайте, что у меня как-то все не так. У меня все очень даже хорошо. У меня вполне счастливая жизнь, пусть и немного необычная, но все хорошо. Ну, на этом я буду заканчивать.
Хочу всем сказать большое спасибо еще раз. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока.